Всем огромный привет, дорогие уважаемые коллеги! Сегодня у нас с вами пройдет живой мастер-класс, как делать межресничное пространство. Сегодня у нас с вами в гостях вот такая прекрасная модель. И, кстати, очень здорово, я сегодня покажу, как делать перманентный макияж межресничного пространства на сосудистом веке. Это очень здоровская тема. Сегодня все про постановку рук и про технические аспекты, вплоть до подбора цвета. Как сделать микс, который не будет холодным синим, как сделать такую глубокую черную стрелку. Будем работать с вами на короткоходе Leux Hard с длиной хода 2.0, потому что процесс имплантирования происходит очень быстро. У меня сейчас иголка вставлена 0,25, тоже игла-картридж наша, острая заточка. Вот здесь я добавила пигмент Carbon Black черный 77266 Black из гибридов, черный для век, плюс капля Wildflower. В соотношении 5 капель Carbon Black и одну капельку Wildflower с целью того, чтобы нейтрализовать вот этот холод. Wildflower – это красный, плотный, теплый цвет, который как раз-таки отвечает за коррекцию цвета, за нейтрализацию холода. Вы, наверное, уже смотрели нашу колористику. Если нет, то обязательно заходите, смотрите колористику и подписывайтесь на канал, а я продолжу. Здесь мы сегодня работали вторичной анестезией Nice от компании AP Group. Мы сделали легкую аппликацию, нанесли состав и наложили вот такую вот пленочку. Сейчас стоит скорость на блоке 4,2. Чуть позднее мы поднимем вольтаж. Вылет иглы небольшой. 1 мм. Это обусловлено длиной хода, об этом я тоже говорила ранее в наших с вами уроках. Если я выверну там иглу сейчас на расстоянии 3 мм, у меня просто не будет поступать пигмент на кожу. Обращаю ваше внимание, как у меня сейчас находятся мои руки. Я начинаю всегда с внешнего угла глаза и тихонечко буду двигать туда, глубоко, во внутренний уголок глаза. Что такое межресничное пространство? Это вся зона, где растут волоски, начиная от каяла, заканчивая внешним краем глаза. Наша задача сделать хороший межресничный прокрас, минимально оттравмировать кожу, и очень важна фиксация руки. Мы должны фиксировать глаз таким образом, чтобы, если вдруг зазвонит телефон, если вдруг клиент поднимет голову, захочет открыть глаза, они не смогут это сделать. Вот я прям очень хорошенечко, смотрите, придавливаю ручками ей глазик. Вот этим указательным пальчиком выдавливаю себе межресничное пространство так, чтобы моим глазам было видно. Выдавливаете глаз таким образом, чтобы небольшой лоскуток был у вас натянут. Тембр голоса снижаем. И все время на контакте с клиентом, чтобы вот это вот волнение у нее ушло. Вот таким вот образом я убираю, да, излишки анестезии, если она вдруг есть. Притаптываю глаз, выворачиваю, да, эту зону так, чтобы она мне тоже показалась, так же, как и помните, с валиком на верхней губе. Ставлю ручку, аккуратные, спокойные движения. Жду, когда у меня пигмент появится. Чуть-чуть поступает кровушка. Первый проход он будет таким, потому что очень ярко выраженная сосудистая реакция. Здесь можно выполнять работу даже без анестезии, если вдруг. Важно притаптывать пальчиками века таким образом. Не делать резких движений в первом проходе, да, потому что анестезия не до конца у нас схватилась. Мелкие, аккуратные такие растушевочные движения осуществляем. Раз, два, три. И раз, два, три. Первый проход, он может быть не болезненно, линейные штрихи, аккуратно схватили и пошли еще разочек. Можно двигаться под углом. Вольтаж на блоке, еще раз повторюсь, 4,2, 4,3. Я делаю пока первые такие очень аккуратные движения рукой. Я не погружаю край глубоко в движения, которые очень хорошо вскроют поверхность кожи и доставят анестезию, те самые слои, которые нам нужны. Ну так вот, первый проход, он может быть немножечко с выпуском крови. Это нормально. Протравмировали, нанесли анестезию и ждем. Можете первый проход такой травмирующий сделать, а потом, если нужно будет, еще сделать аппликацию. Аккуратные мелкие движения кожи осуществляем. Здесь вот уже появился цвет. Мы видим, что все замечательно. Я не рву кожу, двигаюсь медленно, фиксирую очень хорошо. Обращаю ваше внимание, да, насколько вывернут у меня глазик. Первый проход делаю от внутренней слизистой, дальше обязательно пройду и расширю вот эту вот всю зону межресничную и уложу туда цвет. Делали такой легкий растушевочный штрих, мы еще не видим там густого цвета. Нанесли еще раз на травмированную поверхность анестетик. Не мучайте клиента, если ей некомфортно и болезненно, еще раз немножечко добавляете. В процессе все время подтираете. На расцарапанную поверхность вторичка работает очень быстро.
Поэтому вот уже, скорее всего, пару минут прошло, и мы можем продолжить, уже надавливая на кожу чуть-чуть сильнее. Продолжаем. И вот смотрите, я делаю такие вот аккуратные движения, все так же медленно. И обращаю ваше внимание, что сукровица у меня продолжает выделяться. Это не должно пугать новичков, это нормальная реакция сосудистой сети. И очень часто мы такую штуку будем с вами прослеживать, особенно у тех клиентов, у которых очень ярко выражена сосудистая сеть. Я все так же продолжаю аккуратно и нежно двигаться. Вот, обращаю ваше внимание, у меня сейчас иголка 0,25. В принципе, как бы пигмент идет очень аккуратно, но в данном случае можно и поменять иглу. Если вы хотите быстро уложить межресничное пространство, вы можете потопать 0,35, и все будет максимально замечательно. Сначала взяла первую иглу, игла-картридж, у нее мембрана чуть мягче, чем на белой, заточка гораздо острее, чем на вот этой белой. Это тоже 0,25, но у нее край иглы чуть-чуть потупее. И смотрите, что происходит на деле. Века очень мягкая. Первый слой кожи очень тонкий. И что происходит, когда мы работаем мягкой мембраной, острой заточкой на мягкой поверхности и на очень тонкой коже? Начинает просто рвать, кровить, и ты не можешь уложить пигмент. Это простая физика. Вот эта игла уже жестче мембрана. Площадь соприкосновения с кожей у края иглы больше. И обращаю ваше внимание, что начинает происходить у нас в деле. Сразу же на деле пигмент начинает имплантироваться с одного легкого прохода. Вот этот угол глаза, мне уже подействовала анестезия. Делаю второе касание по коже, имплантирование пигмента, и у меня не выделяется сукровица, потому что действие вторичной анестезии началось, сосуд сужен, кожа чуть-чуть стала потолще. Первый проход подействовал, и вот я двигаюсь, смотрите. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь есть очень прикольный лайфхак такой. Когда не идет под прямым углом, можно чуть-чуть угол наклона менять в направлении либо на себя, либо от себя. Таким образом у вас процесс имплантирования будет гораздо лучше. И вот смотрите, я протираю этот проход и обращаю ваше внимание, что у меня пигмент очень хорошо лежит. Убираем излишки. Я очень люблю двигаться очень аккуратно. Я придавливаю, тампую также века и убираю излишки краски и пигмента. Очень важно, мастера, вам протирать все остатки краски и крови, для того, чтобы вы понимали, справились вы с имплантированием или нет. Когда внешние века отрабатываю, я люблю прям доводить более острую тонкую стрелку, плотную контурную линию на нет вот сюда. Но стоит помнить очень одно важное правило, что если у вас углы глаза спущены, то не доводите наоборот две реснички, это еще больше подчеркнет неправильное направление внешнего угла. Ваша задача наоборот не доводить. Но если глаза красивые, ровные, миндалевидные, и вы хотите подчеркнуть всю межресничную зону, то вы доводите прям до краешка уголочка и немножко расширяете его с целью создания яркости и насыщенности цвета. Если пигмент затекает в глазик, это можно быстренько подчистить. Очень классно работать корнеригелем, то есть перед процедурой перманентного макияжа можно капнуть корнеригель, если вы грязно работаете, но так, чтобы защитить слизистую глаза от различных жидкостей, которые не должны туда попадать. Если у клиента раздраженный глаз, то тоже корнеригель аккуратненько. Если же все-таки нет, то можно физраствором в конце просто промыть века, так, чтобы все было замечательно. Но очень важно в процессе работы, чтобы не получать ожог роговицы, использовать анестезию, которая подходит для глаз. Я продолжаю двигаться. Очень здорово, когда вы работаете длинноходами, можно длиннее движений делать, поднимать вольтаж высоко. Но так как это короткоход, я могу двигаться более маленькими, аккуратными движениями, подцепляя. То есть такое ощущение, как будто бы я вот такие вот движения делаю. На месте выстаиваю и как будто прочесываю иголочкой небольшой лоскуток ткани. Это можно назвать как будто бы такие покручивающие движения. У клиента все хорошо, двигаемся медленно, очень аккуратно. И вот такой вот аккуратной елочкой я выхожу за пределы внутреннего каяла и выхожу на межресничку, потому что на внешней межресничке иногда есть такие отдельно сидящие волоски реснички, да, которые там выпали из общей массовки. Аккуратно подчищаю. Смотрите, какая красивая, уже плотная, да, довольно-таки межресничка, которая очень быстро и легко у нас с вами образуется от одного прохода. Продолжаем также двигаться. Обращаю внимание, еще одно очень важное правило. Я не люблю вот здесь вот, когда много пигмента лежит на центральной части, где у нас входит зрачок, да, в открытом положении. Это создаст иначе впечатление того, что глаз опять стал как у рыбы, такой большой, округлый. То есть в этой зоне мы отрабатываем строго межресничное пространство.
в слизистую, я ухожу вот таким вот образом. Аккуратно, вот таким вот образом я подтягиваю межресничное пространство на себя. Я вот так вот оттянула на себя большим пальчиком, чтобы у меня открылась та зона, которая чаще спрятана тоже за складкой. И двигаюсь не по внешней границе, а строго по внутренней. Также выворачиваю и внутреннюю слизистую отрабатываю. Чик-чик-чик-чик. И прям так же маленькие, аккуратные, нежные движения. Захожу туда в слизистую. Вот смотрите, дошла до крайнего ряда ресниц. Я продолжаю, да, движение. Вот здесь вот дохожу прям по внутренней слизистой глаза до практически края ресничного роста, и я не заканчиваю. Я не люблю обрывать межресничку вот на этой части. В любом случае хочется ее продлить. Но продлевать мы будем тогда, когда попросим клиента приоткрывать глазки, чтобы всю эту красоту посмотреть, правильно ли направление у нас происходит или нет. Протерли. Дошли до последнего края ресниц, вот прям показываю вам вблизи. Я отработала по внутренней слизистой, мне нужно дальше ее продлить. Но если я ее поведу по внешней границе, я убью начало глаза, это будет стрелка межресничная, смотреть в непонятное направление. Поэтому очень аккуратно работайте. Тут вот слезная железа. Угол наклона тоже можно поменять, когда вы выходите сюда. Вот так вот поставили. Либо вот сюда и аккуратно заводим туда в угол глаза. Вольтаж хороший, высокий. Подчеркиваю всю межресничку. Вот раз, два, три. Дальше, смотрите, сделали первый такой внутренний прокрас, а теперь расширяем ее. Начинаю расширение вот отсюда, как растут реснички. Еще одно очень классное правило, если при открытых глазках очень ярко выражен каял межресничной зоны, я люблю его расширять во внутреннюю часть. Это создает еще больший такой эффект густых ресниц. Я очень не люблю, когда межресничное пространство просто одной тонкой бороздой проходит, ниточка одна, чуть такое. Как бы межресничка, она для того и делается, чтобы всю густоту повторить, уплотнить и сделать ярче. Когда открываются глаза, каял прям так белый сияет внутри. Я прям захожу вот сюда, вот во внутреннюю часть, глубоко закрашиваю его, постоянно прошу клиента открывать глаза в работе, смотрю, справилась я или нет, закрашиваю и отпускаю. То есть для меня межресничка — это не примитивная зона. Не надо всем рисовать одну и ту же палочку и думать, что это красиво. И вот таким вот образом я прям медленно, очень аккуратно, у меня уже не кровит особо, да, но здесь вот в центральной части немножко может подкравливать. Я и здесь, да, прохожу, вот они у меня растут, волоски по внешней части, по внутреннему каялу докрашиваю. Я делаю маленькие микроштрихи, которые очень хорошо закрашивают всю линию роста волосков. Везде, где растут волоски, везде должен лежать густо цвет. Межресничное пространство обычно держится отек в течение 3-4 дней. Это нормально, особенно по утру. Ненормально, если отек не сходит в течение 5-6 дней. Значит, что-то идет неправильно, либо работа была максимально травматичной, либо средства, которыми мы пользуемся в пост-уходе, не подходят и нужно менять. Обычно мы используем гидрокортизоновую мазь 0,5%, либо тетрациклиновую 1%. И иногда тетрациклин бывает аллергические реакции, и отек только нарастает. Поэтому в этих случаях, конечно, нужна отмена средства в пост-уход, назначение просто холодных компрессов, антигистаминных средств и замена мази. И вот смотрите, можно двигаться, когда край иголочки смотрит от меня. И вот такие вот легкие прокатывающие движения я осуществляю и раскладываю пигмент еще более глубоко. Не надо делать резких, это не очень комфортно, даже с учетом того, что есть анестезия. Маленькие линейные параллельные штрихи, параллельные кожи мы осуществляем, и все вкусненько будет. И заживать будет легко, и когда анестезия отойдет, будет комфортно. Чем нежнее вы обращаетесь в процессе работы с клиентом из чувствительной зоны, тем проще процесс регенерации кожи. И вот так вот придавила, зрачок зафиксировала и вот этими двумя пальчиками вывернула тот лоскуток кожи, на котором я буду работать. Задача все прокрасить, и каял, и центральную часть, где густо посаженные волосочки, и делаем такие вот движения. Раз, два,
внутри. Можно двигаться на себя, можно двигаться от себя, как вам больше нравится. И все время подчищая. И вот свидетельство того, что межресничная зона заканчивается, да, процесс работы, это такой прям угольный матовый цвет без пробелов, которые вы должны получить. Можно вот такие вот барашки накручивать, если есть неровности кожи. Все по-разному работают. Кто-то под углом работает, кто-то только строго 90 градусов работает. Когда у тебя под таким вот углом, у тебя процесс имплантирования пигмента гораздо быстрее осуществляется, нежели барашки крутить. И вот я закрашиваю чик-чирик. Чик-чирик. Такая вот у меня история. Видно, да, насколько здесь густо, а вот здесь есть пробелы. Для этого я постоянно тру и просматриваю всю эту зону. Смотрите, как ведет себя межресничная зона, да, вот эти вот реснички. Если я очень поверхностно, то они вообще не содрогаются. Аккуратненько разве что. Если я двигаюсь прям внутрикожно, а я двигаюсь внутрикожно, вибрирует поверхность, и звук появляется. Оп, оп. Вот. У меня прям очень хорошо кожа и волоски двигаются от взаимодействия с иглой. И вот мы смотрим, как густо, да, уложено. И продолжаем еще немножечко. Не нужно спешить, особенно на очень тонких участках. Задача, конечно, прям очень ювелирно отработать и воссоздать красоту. Еще чуть-чуть, да, имплантируем, чтобы у нас не было коррекций. Добиваюсь, да, того, чтобы прям очень угольный цвет стал, очень глубокий, чтобы стрелка была чернущая, плотная и насыщенная внутри. И еще один контрольный по внутреннему углу всей внутренней слизистой. Такая красота у нас с вами получается. Все, мы отработали, сделали одно веко, нанесли на всякий случай еще чуть-чуть анестезии. Я перехожу на этот глаз, смотрите, я поворачиваю голову клиента на себя. И здесь то же самое, выворачиваю глаз, анестезия у меня уже поработала, я разворачиваю руку, и край иглы смотрит в направление к внутреннему углу глаза. Можно, понятно, под углом 90 градусов, а можно чуть-чуть изогнуть и быстрее продолжить процесс имплантирования. И также аккуратные маленькие стежочки делаю. Продолжаю штриховать. Про положение кисти руки я уже говорила ранее в своих уроках. Те, кто подписан на мой канал, знают эту информацию. А если вы не подписаны, обязательно подпишитесь, посмотрите этот урок. Там все про постановку кисти рук. Я знаю все про направление, про углы, я знаю про то, как быстро закончить работу, как работать на разных типах машин. А мы продолжаем вот эту вот фиксацию. Я вывернула глазик маленькими аккуратненькими стежочками. Я начинаю имплантировать цвет. Можно быстро штриховать, можно медленно, можно чуть-чуть больше интенсивности по нажатию дать. Я прям протираю при вас, вы увидите, насколько хорошо остается цвет после одного прохода. Из-за угла наклона дальний глаз осуществляется по имплантированию гораздо быстрее. Один проход, а у меня пигмент лежит. Кстати, делитесь в комментариях, как у вас вообще с глазами, как вы работаете, что не получается, что хочется улучшить. С радостью ответим на них. А еще у нас есть телеграм-канал, где огромное количество мастеров перманентного макияжа делятся информацией. Кстати, я очень часто отвечаю там на все вопросы. Там все о продукции, там быстро можно связаться с менеджерами, поэтому, девчат, не ждите, заходите и будьте в курсе всех событий. Я немножечко здесь делаю раскоряку, выделяется сукровица. Я тоже также подтягиваю веко от себя для того, чтобы открыть вот это внутреннее пространство. Там, где есть сукровица, это не так страшно. Если вам мешает и вы боитесь там пересыхания, убирайте ее легкими касаниями. Иду по внутренней слизистой, не сверху, а вот здесь вот. Делаю очень аккуратные движения и иду такую ровную контурную линию провожу. Я провела, слезка пошла легкая, скупая, но пигмент лежит. Протираю, все на месте. Ну что, дорогие друзья, мы закончили нашу межресничную зону, межресничное пространство. Обратите внимание, кстати, что мы практически не видим отека. Краснота тихонечко уходит. Сразу же проговорили про пост-уход. Технически выполнили и первый, и второй глаз. Быстро, легко. Если бы это не писалось на 3 камеры, то, наверное, я бы закончила межресничку за час. Это очень быстро, это очень красиво. И вот обращаю ваше внимание на результат, который получился. С вами была Алена Пестова. До скорых встреч. Смотрите мои платные уроки. Обязательно учитесь, ведь со мной куча мастеров. Тысячи просто обучились перманентному макияжу, не выходя из дома.